Привет, я доктор Демченко, и сегодня мы поговорим о растяжке правильных мышц для здоровья коленного сустава. Итак, какие мышцы важны для того, чтобы колено чувствовало себя хорошо? Конечно, важны все мышцы, но наибольшее влияние оказывает квадрицепс, это прямая мышца бедра, икроножная мышца и камбаловидная мышца. Про икроножную и прямую мышцу бедра обычно все знают, про камбалу не очень. Дело в том, что под икроножной мышцей есть еще одна очень важная мышца, практически трицепс голени, да, такая плоская, называется камбаловидная мышца. И она тоже будет очень сильно влиять и на голеностопный сустав, и на коленный сустав. Сегодня мы поговорим о том, как их правильно растягивать и зачем их растягивать. Как я говорил в прошлом выпуске, для того, чтобы суставы функционировали хорошо, мышцы, которые их обслуживают, их движения, должны быть сильные и хорошо растянуты. Поскольку у вас очень много нагрузки на мышцы во время спецнагрузки, то есть когда вы занимаетесь спортом, в принципе, качать отдельно мышцы не обязательно. Но очень важно их правильно растянуть. Каким образом это нужно делать? Еще раз повторюсь, что это нужно делать 3 недели, каждый день, потому что мышца немножко должна вырасти в длину. Для того, чтобы она выросла в длину, мы каждый день должны ее растягивать и говорить нашим рецепторам, что нам нужна более длинная мышца. Если это делать 2-3 раза в неделю, мышца, к сожалению, будет расти очень медленно в длину. Соответственно, 3 недели каждый день по 40 секунд мы будем тянуть мышцу для того, чтобы она удлинилась. Дальше нам потребуется тянуть ее 2 раза в неделю, просто чтобы она не стала укорачиваться. Соответственно, начнем с квадрицепса. Обычно все тянут квадрицепс вот таким образом. Берут за лодыжку и отводят ногу назад. Это самая распространенная, так скажем, ошибка при растяжении квадрицепса, потому что вот в такой позиции квадрицепс практически не тянется. Первый момент, очень важно, чтобы нога не уходила в бок, потому что как только нога уходит в бок, натяжка с квадрицепса падает. То есть нога должна быть ровна, и квадрицепс должен уходить строго назад. Второй момент. Можно увидеть растяжку квадрицепса вот таким образом. Когда тянут, просто сгибая колено. Дело в том, что когда мы просто сгибаем колено, практически мы тянем только боковые головки квадрицепса, которые идут справа и слева. Поскольку квадрицепс от слова квадра, то есть 4, да, он имеет 4 практически отдельные мышцы. 2 мышцы боковые, которые не доходят до конца, да, небольшие, и тянутся именно они. Вот так. Конечно, тоже полезно для колена, но наиболее полезна для колена растяжка прямой головки. То есть та, которая крепится к тазу и большеберцовой кости, такая длинная головка. Она как раз определяет то, насколько надколенник, чашечка коленная, прижимается к бедренной кости и, скажем, обуславливает износ коленного сустава. Вот для того, чтобы, так скажем, избежать этих проблем, нужно очень хорошо растянуть именно эту длинную мышцу. Для этого, когда мы захватились, недостаточно просто согнуть колено. Очень важно увести бедро назад. До момента, когда вы начинаете ощущать натяжение вот в этом месте. Не здесь, а здесь. Если вы чувствуете натяжение здесь, то это более правильная позиция, и вы растягиваете правильную порцию мышцы. Если у вас немножко не хватает координации движения для того, чтобы это делать на одной ноге, можно усилить растяжку и облегчить ее при помощи опоры. То есть вы можете поставить колено на какую-то опору, желательно более-менее мягкую. Если поставить колено на опору, то вам будет проще уходить вперед и усиливать растяжение передней головки квадрицепса. Вот таким образом. Если опору, нет удобной опоры, то это можно делать на полу. Тоже обязательно нужно подстелить под колено что-то мягкое и делать вот такой выпад. В такой позиции вы будете очень хорошо растягивать квадрицепс. Соответственно, для растяжки требуется задержать на 36-40 секунд. Если не хочется замерять время, можно считать либо про себя, либо ориентироваться на ощущения. Потому что какое правильное ощущение? Вы дошли до хорошей натяжки и держите. В определенный момент времени вы почувствуете, что ощущение натяжки пропадает. То есть мышца как будто отпустила, она пошла в расслабление. Это очень правильное ощущение, до которого, собственно, и нужно его растягивать. Как только пошло это ощущение, вы можете переходить на растяжку другой мышцы. И продолжим про икроножную мышцу и камбаловидную мышцу. В чем их основное отличие? Дело в том, что икроножная мышца крепится за коленным суставом. То есть выше коленного сустава на бедренной кости. И фактически она перекидывается через 2 сустава. Через коленный сустав и через
голеностопный сустав и крепится на пяточную кость. Да? Камбаловидная мышца находится под икроножной, и крепится она ниже коленного сустава, вот здесь, и тоже перекидывается через голеностопный сустав. Обе эти мышцы участвуют в движении голеностопного сустава, то есть они нас поднимают и отпускают плавно. Поскольку икроножная мышца проходит через два сустава, через коленный сустав и через голеностопный сустав, она будет воздействовать и на движение в голеностопном суставе, и на движение в колене. Соответственно, камбаловидная мышца, она крепится ниже сустава коленного и будет воздействовать только на голеностопный сустав. За счет того, что они крепятся в разных местах, есть небольшой нюанс по их растяжке. Дело в том, что обычно все тянут только икроножную мышцу. Для того, чтобы растянуть икроножную мышцу, обычно используют такой прием. Носок ставят на бордюр или на стену, и тело пытаются приблизить вперед. За счет этого происходит растяжка икроножной мышцы. Хорошо знаете, что колено в выпрямленном варианте. Другой вариант, когда мы упираемся в стену, растягиваем заднюю ногу, колено опять же прямое, и пробуем наклониться вниз. Это тоже очень хорошо растягивает икроножную мышцу. Но поскольку икроножная мышца мощнее и больше, чем камбаловидная, находится выше, она тянется первая. И сколько бы мы ни тянули икроножную мышцу, очень плохо будет растягиваться мышца под ней, которая камбаловидная. Соответственно, очень часто ко мне приходят люди с болями в области около коленного сустава, с болями в области икроножной мышцы и говорят: мы очень хорошо растягиваем икроножную мышцу, но все равно имеем там боли. Потому что люди не растягивают камбаловидную мышцу. Соответственно, для растяжки камбалы требуется согнуть коленный сустав. Поэтому для этого мы используем небольшую ступенечку или бордюр. Требуется согнуть колено, поставить ногу на край ступенечки и просаживать пятку вниз при согнутом колене. Вы почувствуете, что натяжение у вас будет не как обычно при растяжке икроножной мышцы, а ниже. И примерно вот здесь. Это будет характерная вытяжка именно для камбаловидной мышцы. Для камбаловидной мышцы. Вот такая растяжка. Очень важно растягивать их отдельно, потому что если растягивать вместе, то икроножка камбала практически не тянется. Такой совет очень полезный для всех, кто ездит в метро. Дело в том, что в метро можно очень хорошо растягивать и икроножную, и камбаловидную мышцу, практически не отрываясь от поездки. Представим, что это ступенька эскалатора. Если вы находитесь на эскалаторе, вы можете одну ногу поставить на ступеньку выше и немножечко дать давление на пятку. Соответственно, таким образом вы можете растягивать камбаловидную мышцу. Если вам нужно растянуть икроножную мышцу, то вы можете прямую ногу опустить со ступеньки вниз, удерживаясь, и у вас будет тянуться очень хорошо икроножная мышца, еще и задняя поверхность бедра. Вот, таким образом, на эскалаторе можно за один эскалатор очень хорошо растянуть и камбалу, и икроножку. Вот. Соответственно, для чего тянуть камбалу, если она не участвует в движении коленного сустава? Дело в том, что она очень активно участвует в движении голеностопа. А голеностоп напрямую связан с коленным суставом. Дело в том, что если вы не сможете хорошо согнуть голеностопный сустав, а это происходит при перенапряжении чаще всего камбаловидной мышцы, то придется амплитуду добирать коленом. И колено начинает очень сильно перегружаться. Поэтому для того, чтобы у вас колено чувствовало себя хорошо, да, требуется тянуть и икроножную, и камбаловидную мышцу, и квадрицепс. Это очень хорошо разгрузит коленный сустав и уменьшит вашу травматизм. Занимайтесь спортом радостно, без травм, и занимайтесь больше профилактикой. Это поможет сохранить ваши колени. Если вам понравилось, лайкайте видео, это дает возможность сделать больше интересных видео для вас. Заходите, рассказывайте друзьям. Всем пока!